Здравствуйте, друзья! Исчезнувшая цивилизация Луны. То, о чем рассказал ученый, похоже на фантастику. Он сообщил, что якобы еще 40 лет назад на Луне встречались следы древнейшей и явно внеземной цивилизации. Вот только НАСА приказало уничтожить фотосвидетельства. Джонстон же ослушался и припрятал некоторые. Вкратце, обвинения Джонстона Хогланда сводятся к следующему. Астронавты миссии Аполлон обнаружили на Луне архитектурные и технологические следы древней цивилизации и сфотографировали их. Кроме этого, они овладели технологией антигравитации. Все эти данные НАСА скрыло от общественности. Джонстону, ответственному за фотоинформацию лунных миссий, было приказано все снимки уничтожить. Однако он тайно не подчинился и сохранил их. На кадрах изображены развалины городов, огромные сферические объекты из стекла, каменные башни и замки, которые висят в воздухе. НАСА, по словам ученых, об этом знала давно, но информацию засекретила. С трудом верится, если честно, учитывая то, что американцы на Луне никогда не были, и все их полеты были просто голливудским ангаром и большой мистификацией. Джонстон в 1969-м руководил фотослужбой НАСА, и ему было приказано уничтожить все снимки, но он этого не сделал. Прошло почти 40 лет, и астроном решил наконец поделиться фотографиями. Терять мне все равно нечего, с НАСА я поссорился и меня уволили. НАСА в ответ на сенсационные заявления хранит таинственное молчание. Предлагаем нашим зрителям эксклюзивное интервью с организатором сенсационной пресс-конференции, консультантом НАСА после завершения программы «Аполлон», основателем и главным исследователем организации Enterprise Mission Ричардом Хогландом. Почему вы с Кеном Джонстоном решили обнародовать эти секретные данные именно сейчас? Почему не сделали этого раньше? Вы чего-то боялись? Мы отнюдь не выжидали. Еще в 1996 году Кен Джонстон, я и еще несколько бывших инженеров и ученых НАСА принимали участие в предыдущей конференции в Клубе национальной прессы в Вашингтоне. Основной темой которой было сокрытие НАСА снимков Аполлона, на которых запечатлены древние лунные развалины. Еще тогда Кен поведал о том, как его начальство в НАСА приказало ему уничтожить эти снимки во время программы «Аполлон». И еще тогда он продемонстрировал прессе несколько тех самых фотографий, которые вопреки приказу сохранил. На них изображены свидетельства внеземной цивилизации. Но никому, судя по всему, до этого не было дела. А теперь, когда неожиданно на различных официальных сайтах НАСА появились сотни тех самых снимков, подтверждающих все, о чем Джонстон говорил в 1996 году, я решил, что пора снова подать голос. Благодаря интернету люди по всему миру, включая рядовых граждан, журналистов и честных ученых из НАСА, могут совершенно беспрепятственно залезть на сайты НАСА, названия которых мы обнародовали на недавней пресс-конференции, и скачать эти удивительные снимки. Мы никогда не боялись, но нам не удавалось добиться того, чтобы к нашим заявлениям отнеслись серьезно. Не боитесь, что НАСА или американское правительство начнут преследовать вас, ведь вы раскрыли секретную информацию. Нет, другие осведомители в рядах НАСА, которым правда недостает мужества Кена Джонстона, дабы выйти к прессе, за прошедший год опубликовали множество тех самых раскрывающих правду лунных снимков на различных сайтах космического агентства. Это фотографии с отличным разрешением, они подтверждают все, что Кен Джонстон говорил в 1996 году. Если кто-то сейчас попытается закрыть рот мне или Джонстону, это станет лишь политическим подтверждением того, что мы говорили 11 лет назад. Что НАСА все это время скрывало настоящую Луну. Ваше мнение об обнаруженной цивилизации? Мы имеем дело с очередной новой Атлантидой? Я считаю, что проект «Аполлон» подтвердил существование удивительно древней, но все же человеческой цивилизации на Луне. Она была заложена нашими предками в страшно подумать каком колене, но мы сумели обнародовать лишь маленькую часть информации, полученной НАСА о древней, давно утерянной человеческой цивилизации, которая свидетельствует о том, что когда-то люди населяли всю Солнечную систему. Об этом свидетельствуют данные, полученные с Марса. Они также засекречены НАСА. Вы спрашиваете, найдены ли на Луне развалины новой Атлантиды? Ну, для начала, мне кажется, правильнее было бы сказать старой Атлантиды. Развитая наука той цивилизации позволяла путешествовать с Земли на Луну тысячи, а то и миллионы лет назад и возводить там сооружения из материала, напоминающего стекло. Об этом можно судить из обнародованных материалов.
Ведь существует древнеегипетский миф о боге мудрости Тоте, который якобы спустился с Луны и обучил человека языку, письму, архитектуре и так далее. Подтвердить правдивость теории существования цивилизации на Луне или же опровергнуть ее можно лишь вместе. Необходимо отправиться на Луну совместной экспедицией, а не враждовать. Надо претворить в жизнь план, неосуществленный Хрущевым и Кеннеди. Это правда, что Никита Хрущев узнал о секретах Луны от Кеннеди, который предложил ему организовать туда совместную экспедицию? На чем основана эта информация? Мы точно не знаем, поделился ли президент с Хрущевым предположениями о том, что ждет человека на Луне в начале 60-х годов, после того, как так называемый отчет Брукингса по сути предсказал свидетельство внеземной цивилизации на Луне. Но мы точно знаем, что вскоре после официального запуска программы «Аполлон» 25 мая 1961 года, одной из целей которых была названа попытка добраться до Луны Советского Союза, президент тайно во время первого Венского саммита сделал Хрущеву следующее предложение: «Пусть наши нации полетят на Луну вместе». То, что президент в течение последующих лет неоднократно повторял свое предложение, подтверждают документы из Белого дома, а также мемуары, которые мы цитируем в «Темной миссии». Поначалу эти предложения звучали в тайных закулисных переговорах, а 20 сентября 1963 года Кеннеди заговорил о сотрудничестве США и СССР в первой экспедиции на Луну совершенно открыто. По словам сына Никиты Хрущева Сергея, его отец наконец принял предложение о совместной миссии на Луну приблизительно 12 ноября 1963 года. Но через 10 дней Кеннеди убили. То, что в какой-то момент Кеннеди пришлось поделиться секретной информацией с Хрущевым, мое личное субъективное мнение. Кеннеди наверняка раскрыл генсеку, что внеземной разум совсем рядом, на Луне. А как иначе можно объяснить, что два заклятых геополитических врага, едва не уничтожив все человечество в ядерной войне, неожиданно договариваются о совместной экспедиции на Луну? На мой взгляд, примирить соперников могла лишь перспектива разделить научные и технологические достижения внеземной цивилизации, которая была на Луне. Сделать ее достоянием всего человечества. Эта мечта умерла, когда президента убили. Это произошло спустя всего несколько дней после того, как изумительное соглашение было заключено. Есть информация, что на Луне был найден новый способ контроля над гравитацией. Он уже опробован? Работает? Во второй главе «Темной миссии» мы пишем о 50 годах исследований гравитации, проводимых в том числе блистательным советским астрофизиком Николаем Козыревым. Именно советские ученые доказали, что гравитация может быть создана, а значит контролируема. Мне кажется, что частично НАСА отправилась на Луну, чтобы найти подтверждение именно этому открытию советских ученых. Первые попытки отправить космический корабль на Луну показывают, как не хватало американцам знаний о особенностей гравитации. Этой информацией зато владели советские специалисты. Найденные на Луне новейшие технологии пришпорят гонку вооружений на Земле. О каких именно технологиях идет речь? Можно ли предотвратить распространение этих технологий? Ни о каких новейших технологиях, найденных НАСА на Луне, мы не говорили. Об этом не было речи ни в «Темной миссии», ни на прошедшей пресс-конференции. Мы действительно указываем на то, что некоторые из найденных на Луне технологий свидетельствуют о высоком уровне развития технической мысли. У НАСА было 40 лет, чтобы воссоздать все найденное на Луне, но действительно ли это было воссоздано и использовано в военных целях – пустые разглагольствования. Доказать это не представляется возможным. Предотвратить использование найденных на Луне технологий в военных целях можно лишь одним способом – обнародовать все. Каково ваше отношение к распространенному мнению, что американцы никогда не были на Луне, а эпизод с высадкой американского космонавта просто-напросто отснят на киностудии? Это ложь. Основываясь на доказательствах НАСА, которые я собирал и анализировал 20 лет, могу сказать, что этот слух на самом деле придуманная военная дезинформация. Она разработана, чтобы скрыть, что в действительности НАСА нашло на Луне и привезло на Землю. В нашей новой книге «Темная миссия. Неизвестная история НАСА» описано то, как я выступал в качестве научного консультанта от новостного агентства CBS News в лаборатории реактивных двигателей НАСА во время миссии «Аполлон-11». Это было в июле 1969 года, когда первые астронавты возвращались с Луны. Основываясь на том, что видел там собственными глазами, я теперь уверен, что начало лжи «мы никогда не были на Луне» положило само НАСА. Это была своеобразная страховка, чтобы никто никогда не задал страшный вопрос, что НАСА в действительности нашло на Луне.
Я считаю, что создание мифа о Луне обеспечило НАСА уверенность, что ему и впредь удастся скрывать все, связанное с провальной программой по изучению Луны. Скрывать, что космонавтам там были даны секретные задания, сообщить обо всех бесценных древних внеземных технологиях, образцы которых там обнаружены. В связи с усилившейся сегодня гонкой за Луну закономерно возникает подозрение, что ваше сенсационное заявление лишь игра по сценарию, придуманному правительством США. Это бред. Мы 20 лет боремся с собственным правительством за право обнародовать данные. Если бы не другие доносчики в НАСА, которые услышали наш призыв и начали публиковать снимки, мы бы сейчас с вами об этом не говорили. Кстати, хотелось бы напомнить, что в период Холодной войны, уже после смещения Хрущева, Советский Союз отправил на Луну вездеход, который также сделал снимки древней цивилизации. Когда мы попытались получить эти фотографии для тщательного анализа, моего представителя в Москве буквально за грудки притащили в одну из комнат здания Академии наук и настойчиво попросили больше не искать. Тем самым информация о существовании развалин зданий, построенных внеземной цивилизацией, а также технологий, и все это можно найти не только на Луне, но и в других мирах в пределах Солнечной системы, скрывалось не только НАСА, но и советским правительством. Мне кажется, именно поэтому Хрущева постигла, может, не столь драматичная, но такая же печальная судьба, как и Кеннеди. Его сместили менее чем через год после убийства президента. Им обоим противостояли силы, выступавшие против обнародования информации. По моему мнению, сейчас у Владимира Путина появился шанс воплотить в жизнь мечты Кеннеди и Хрущева, сделать те находки достоянием всего человечества. Пусть весь мир познакомится с настоящей историей, которая ждет нас всех на Луне. Вот такая интересная информация про Луну. Как вы думаете, это правда или очередная выдумка? Лично я склоняюсь к тому, что это обычный вымысел. Автор статьи Sorcerer. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.